Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Сектор Дзен. И в этом видео мы с вами поговорим о получении трофеев в игре Spider-Man Miles Morales. Сразу скажу, получить все трофеи, в том числе и платиновый, в этой игре очень легко. Сложностей никаких не возникнет у вас. Можете проходить игру в свое удовольствие, кайфовать от игры и попутно получать трофейчики. Вообще, easy платина. Более подробно я расскажу о каждом трофее чуть дальше. Хочу лишь предупредить, что будет немного спойлеров по игре, так что если не проходили еще как-то вдруг эту игру, имейте в виду. Ну и также хочу попросить вас подписаться, поставить лайк, оставить комментарий. Это очень сильно меня мотивирует в дальнейшем создавать подобные ролики. Я буду очень благодарен. Ну а мы начинаем уже дальше разбирать трофеи. Первый трофей — носорог в посудной лавке. Этот трофей пропускаемый. Суть его заключается в том, чтобы, находясь на плечах носорога, разрушать предметы интерьера. Кстати, при этом вы получаете определенный урон, так что имейте в виду. Трофей укрощения носорога. Этот трофей вы точно не пропустите, его можно отнести к трофеям сюжетным. Здесь просто нужно, находясь на плечах носорога, идти до определенного чекпоинта. Вся сложность заключается в том, чтобы не умереть, но проходя на низком уровне сложности, правда, точно таких не будет. Трофей «Подарок Пита». Сюжетный трофей дается за миссию «Прощальный подарок». Трофей «На тонкой нити». Тоже сюжетный. Дается за выполнение миссии на мосту. Корень проблемы. Дается за миссию «Корпоративный шпионаж». Тоже сюжетный, не пропустите. Трофей «Истинный обман». Миссия «Агент под прикрытием». Тоже сюжетный. Велоскейт. Сюжетный тоже трофей. Трофей взрывающийся бульдозер. Нужно отпинать носорога во время побега из Рокстона, из лаборатории. По сюжету. Семейная драма. Нужно поговорить, пообщаться, называйте как хотите, с дядюшкой. Сюжетный трофей тоже, естественно. Общее прошлое. Тоже сюжетный трофей, один из последних. Ну и уже сам последний трофей, сюжетный, я имею в виду, высшая жертва. Трофей Гарлемский экспресс дается за побочную миссию в Гарлеме. Миссия связана с поездами. Это из приложения DSCP. Так что тоже ничего сложного, все очень просто. Еще один побочный трофей, точнее трофей за побочную миссию День Инга. Также из приложения DSCP. Костюмчик на прокачку. Здесь нужно изготовить модификацию костюма.
за первую модификацию дадут трофей. Трофей из города. Данный трофей я получил не совсем так, как было в описании по этому трофею. То есть нужно было совершить бросок биорывком в 3 врагов. У меня этот трофей выпал, когда я бросил грави-колодец в 3 врагов. Не знаю, глюк это был или нет, но, как вы видите, мне этот трофей не нравится, то, что я хотел. Трофей нигде не спрятаться. Нужно совершить 100 бесшумных нокаутов. Ну, это такие нокауты, когда вас не замечают. На треугольник, если точнее. Трофей накопительный, не обязательно проходить его в одном месте. Да, я думаю, это и нереально будет. Трофей «Свежий взгляд». Нужно изготовить модификацию Визарда. Тоже первая модификация, и вам дают этот трофей. Трофей под покровом тени. Нужно пройти испытание скрытности на результат потрясающий. Это 2-й результат, он же серебряный. Сложности в принципе не должно возникнуть. Попытки с 1-й, со 2-й точно у вас получится. Бой с пикселями. Практически все то же самое, только испытание на бой. И также нужно пройти на результат потрясающий, то есть на 2-й результат. Прыжок, раскачка, падение. Это тоже испытание, на этот раз испытание паркура, и также нужно пройти любое из этих испытаний на 2-й результат, который называется потрясающий. Трофей лодочник. Вам нужно прокатиться на катере. Катер вы этот не пропустите. На нем есть точка интереса, а именно, как она называется, капсула времени. То есть на карте он будет отображаться, и когда вы капсулу будете собирать, вы по-любому на этот катер попадете. И за ним получите трофей лодочник. Трофей перезаряд. Я выполнил этот трофей именно биовзрывом. Нужно просто 100 человек одолеть биосилой. Для меня проще всего было биовзрывом. Собираешь 3 деления, даешь взрыв в толпу врагов и тем самым легко набиваешь этот трофей. Под самым носом нужно закрыть все лаборатории Роксона. Лаборатории будут доступны на карте, то есть искать их не нужно будет, все просто. Заходите, зачищаете, выходите, получаете трофей. Паук-невидимка. Нужно победить 50 врагов, находясь в невидимости. Это суперспособность Майлза, которая активируется на кресте вверх. То, как вы будете расправляться с соперниками, неважно. Можете добиванием, как я. Трофей, как видите, выпадает. Можно бесшумными нокаутами или прочим. Паучий тренинг. Прохождение. Здесь нужно пройти все испытания хотя бы 1 раз, без разницы на какой результат. То есть можно проходить на бронзу, главное, чтобы были пройдены все испытания.
Глубокие раны. Это собирательный трофей. Нужно собрать все звуковые записи. Тоже никак не пропустите, они отмечены на карте. Как только соберете все записи, вам дадут данный трофей. Городские исследователи. Нужно собрать все капсулы времени. Капсулы также будут отмечены на карте, проблем их не будет. Обычный собирательный трофей. Прощай подполье. Этот трофей дается за закрытие всех подполья, точнее убежищ подполья. Точно так же, как с базами с лабораторией Роксона, только на этот раз с подпольями. Трофей-собиратель. Нужно открыть все тайники подполья. Тайники тоже отмечены на карте, поэтому не пропустите. Трофей требуется сборка. Здесь нужно создать 10 улучшений гаджета. Как только сделаете любых 10 улучшений, трофей ваш. Оценка 5 звезд. Дается за выполнение всех заказов приложения DS4. Именно заказов. Внимание, не преступлений, а заказов. Дадут такой вот стильный костюмчик и трофей. Первый злодей Пита. После прохождения всех испытаний без разницы на какой сложности, на какой результат, будет доступно финальное испытание, по завершению которого вам дадут этот трофей. Второй и последний пропускаемый трофей — спортивный азарт. В последней миссии, где мы вспоминаем выставку наручную за Майлза и Кину, нужно поучаствовать в этой игре, скажем так. Ищите площадку с ракетами и нужно победить Кину. Аллея памяти. Здесь нужно собрать все открытки. Открытки станут доступными после прохождения сюжетной линии. Ну и также будут видны все открытки на карте. То есть труда они тоже никакого не составят. Новый дом. Нужно зачистить все районы на 100%. Выполнить все побочки, выполнить все собирашки. За это вам дадут данный трофей. Трофей готов ко всему. Нужно приобрести все костюмы.
Некоторые костюмы даются за прохождение определенных миссий или собирательств, так что будьте внимательны. Вперед и вверх. Для того, чтобы выполнить это действие, нужно определенного врага сначала подбросить вверх, а потом запустить вперед. Для этого нужно нажать сначала L1X, а потом, находясь в воздухе, L1 треугольник, как вы сейчас видите. Лазание по стенам. Но чтобы получить этот трофей, нужно 25 врагов прилепить к стене. Это находясь на стене, нажать на квадрат. Хочу подчеркнуть именно на квадрат. Некоторые утверждают, что можно и треугольник. У меня почему-то в зачет шли только квадрат. После того, как прилепите 25 врагов к стене, трофей ваш. Лучшая картошка в городе. Нужно отдать дань уважения одной статуе. Статуя находится, можете посмотреть на карте, именно вот здесь. Также через радар, через, как это называется, через сканирование она будет подсвечиваться. Только начало. Этот трофей вы получите после того, как прокачаете все навыки Майлза. Трофей «Никогда не сдавайся». Нужно посетить могилу отца Майлза. Она тоже можете наблюдать на карте, где находится приблизительно. Также через сканирование она будет подсвечиваться, но она, как видите, плохо подсвечивается, поэтому будьте внимательны. Находится она приблизительно в верхней части кладбища. Трофей Джей Джонсон был бы доволен. Здесь просто нужно поиграть в фоторежиме, прилепить наклейку, выставить свет и, собственно, все. Трофей серия X100. Как уже понятно из названия, нужно накопить серию ударов до 100 единиц. На легком уровне сложности могут возникнуть проблемы, поэтому нужно использовать тактику дергания. Встаем на расстоянии от соперников и дергаем их к себе паутиной через треугольник. Урон при этом не наносится соперникам, а счетчик ударов растет. Трофей из-под крыши. Это практически то же самое, где нужно прилепить врагов к стене, но на этот раз к потолку. Именно прилепляем это через квадрат. Находясь над противником, опускаемся на паутине и приклеиваем его к потолку. Трофей они ничего не заметили. Это, проходя одну из вражеских баз, любую, нужно остаться незамеченным. То есть по-тихому устранить всех соперников, чтобы вас не спалили, не подняли тревогу, не заметили и так далее и тому подобное. На самом деле не так сложно, как кажется. Находится довольно легко. Трофей в ловушке. На этот раз нужно победить 50 врагов с помощью управляемых мин. Трофей накопительный, поэтому в одном месте не нужно выполнять.
Трофей «Преступный гений». Достичь всех дополнительных целей для всех типов преступлений. В приложении DSCP есть преступление вкладка, и там вы можете отслеживать прогресс. То есть в каких заданиях, какие дополнительные задачи вам нужно еще добить. Трофей плюс. Нужно пройти второй раз игру в режиме «Новая игра плюс». Вот это, пожалуй, самый муторный трофей. Ну и, наконец, последний мой трофей, который я выбил, это социальные нормы. Это после прохождения всей игры, всех побочек, всех собирашек, нужно зайти в социальную сеть и прокрутить ее в самый низ. После того, как вы это сделаете, вам выпадет этот трофей. Для меня же он стал последним, вслед за ним сразу же выпала платина. И на этом мое прохождение, можно сказать, закончилось. Если не получается, я проиграл в эту игру. Я надеюсь, что вам эта игра тоже понравится. Что играйте в полка, бывайте платину, делитесь своими впечатлениями. Ну, а я с вами буду потихоньку прощаться. Желаю всем удачи. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписались, поставили лайк.